Друзья, всем привет! Меня зовут Вера. Добро пожаловать на мой канал. Я нахожусь на Невском проспекте. Это главная улица Санкт-Петербурга и настоящий музей под открытым небом. Погода сегодня замечательная. На улице минус 20, мороз крепчает. В общем, будем гулять по Невскому проспекту. Кому будет интересно, присоединяйтесь. Друзья, я, как всегда, вас беру с собой. В общем, идем гулять. Мороз сильнейший. Анечков дворец. Это первый дворец на Невском, который подарила Елизавета Петровна Алексею Разумовскому. А сейчас это дворец творчества юных. Мороз крепкий-крепкий. Фонтанка замерзла. Люди гуляют, отдыхают. Анечков мост через Фонтанку знаменит скульптурными группами укротителей коней. Это работы Клотта. Сейчас я пройду немножечко поближе и покажу вам. Памятник был реставрирован. Все эти скульптуры снимались и заново все восстанавливали. Вот так они, две лошади с одной стороны украшают и с противоположной. Невский проспект во всей своей красе. Сегодня очень холодно. Елисеевский магазин. Это легендарный гастроном с роскошными интерьерами и витражами начала 20 века. Сейчас перейду дорогу, и мы зайдем туда. Хочу показать, какая здесь красивая витрина. Шикарный просто магазин. Здесь раньше были только дефициты. Можно все самое вкусное было купить только здесь. Зайдем посмотрим магазин. Какая роскошь, посмотрите. Какой интерьер, да, роскошный. Смотрите, играет музыка. Елисеевский гастроном, да. Самый знаменитый магазин. Покажу немного, что здесь есть. Конечно, цены здесь аховые. Вот, я вам показываю, сколько что стоит. Здесь горячительные напитки. В общем, есть все. Витрины изумительные. Все есть. Это все натуральное. 700 рублей. Мармелад. Вкуснейшие пирожные. Бриош. Круассаны в ассортименте. Брецель в шоколаде. Конфеты ручной работы. 100 грамм 710 рублей. 650 разные. Вот так поближе покажу, какие конфетки. Вкуснейшие. Это марципановые конфеты. Смотрите, чего только нет, да? Очень все красивое. Конечно, все очень-очень дорогое.
Здесь шоколад ручной работы. Смотрите, с добавками разными, вкуснейшими. Стоит, конечно, недешево. 1800-1900 рублей. Много халвы арахисовой. Лукум. Все натуральное. Ну и дальше пошли сладости, конфеты. Вот такие конфетки стоят. Сколько они стоят? 800 рублей за 100 грамм. 100 грамм это где-то 5 конфет, наверное, таких будет. Ну и разные трюфели. Рыбка. Я смотрю, белуга горячего копчения. 1350, 100 грамм. Краб консервированный. 4500. Ну и грибные соусы с трюфелями. Небольшая витрина с колбасами. Что здесь есть? Смотрите, мясо сибирского медведя в баночках даже есть. Колбаска из зайца, прошутто и разные деликатесы. И витринка с сырами. Ну, в общем, смотрите, 700 рублей 100 грамм сыра стоит. 900 рублей 100 грамм. 950 и выше. В общем, такие цены. И пироженки, эклеры. Очень красиво украшены все. Такие эклеры даже жалко кушать. Посмотрите, какая прелесть, а? Очень много десертов, конечно. Разные кексы, такие зефиры, меренги. В ассортименте также очень много всего. Здесь также есть экскурсии. Это поднимаетесь на второй этаж, и можно потом выйти на балкон центральный и видеть вот весь магазин сверху. Ну и рассказывают, конечно, изначально, как был основан этот магазин. В общем, все о магазине. На балкон выйти вот сюда наверх. Там еще есть ресторан. Вы можете заказать себе любое мероприятие, отпраздновать в этом ресторане. В общем, так, на сегодняшний день. Если вы хотите пойти на экскурсию, экскурсия на данный момент стоит 2500 с человека. Мы сейчас с вами пройдем вперед. С вот этой стороны это гостиный двор. Немножко пройдем. Перед нами гостиный двор. Это главный универмаг города с екатерининских времен. Он идет туда вперед и в ту сторону. Очень огромный. В переходах продают разные сувениры. Брелки, часики. Вот такие разные. Атрибутика, антиквар. Ну, такое все. Для туристов. Чашки, кружки, тельняшки, так как Питер морской. Ну и шапочки, всякая ерунда. Я вышла с перехода, и вот большой гостиный двор. Солнышко отсвечивает, плохо видно. Через дорогу от гостиного двора находится пассаж. Огромный торговый центр. Немного, если свернуть направо, это армянская церковь. Впереди, перед нами, это Думская башня. Сейчас колокола бьют. Не слышно немного, транспорт идет. Все шумит, поэтому не слышно. На Думскую башню можно подняться на смотровую площадку. Там, по-моему, каждый час можно зайти. Ну, нужно идти вот туда, левее, и там касса. Ну, я смотрю, сейчас уже зашли, а час ждать не хочется на холоде.
Пойдемте, друзья, вперед. Покажу поближе, как она выглядит. Вот такая высокая башня. Солнышко отсвечивает, темновато кажется, но мы пойдем вперед, пройдем. Как-то я не подрасчитала с погодой. Очень-очень просто холодно, руки задубели. Минус 20. И влажность большая всегда в Санкт-Петербурге. Поэтому еще холоднее, кажется. На Невском проспекте продают художники свои картины. Здесь очень много разных, маленькие, большие, интересные темы. Каждый выставляет свои картины. Вот так покажу вам немножко. Немного телефон дребезжит в руках, просто задубели руки. Так что, друзья, извините. Очень холодно. Подойду поближе, покажу, какие рисунки очень красивые. Также у нас можно ходить. Далее идет дом компании Зингер. Это знаменитое здание в стиле модерн и куполом стеклянным, со стеклянным глобусом. Сейчас здесь находится Дом книги. Это самый известный книжный магазин. Вот так выглядит это здание. Под ручку ногу. Вот так ходят, видите, в костюмах Петра Первого. И там еще есть императрица Екатерина. Перед нами Казанский кафедральный собор, выдающийся памятник архитектуры, построенный для хранения чудотворной иконы Казанской Божьей Матери. И здесь также похоронен фельдмаршал Кутузов. Солнышко, видите, спряталось, поэтому не очень хорошо видно. А еще здесь снимали фильм «Приключения итальянцев в России». Если кто помнит, где колонна упала. Немного поближе подойду. Вот так выглядит. Вот такие девушки ходят. Можно с ними фотографироваться. Стою в очереди преклониться к иконе Божьей Матери. Сейчас я уже подойду скоро. Так выглядит собор изнутри. Очень красивые.
девчонки сидят, прямо императрицы. Очень красивые, конечно. Ну, сейчас уже мода другая. Не вписываемся мы в такую красоту. Мы пройдем еще вперед, туда посмотрим. Зашла в Казанский собор, поставила свечки, помолилась. Дворец Строгановых, это русский музей. Пойдемте вперед. Друзья, сейчас мы пройдем сюда, посмотрим. Давайте. Вот рекламки раздают какие-то. Что тут? И уникальные развлечения. Вот такие. Я иду по улице Большая Морская. И когда мы пройдем через арку, мы выйдем на Эрмитаж. Так выглядит улица. Во время революции здесь был телеграф. Ну, когда в 17 году брали Зимний, здесь были ворота, все сломали и, как говорится, прошли вперед. Конечно, в Санкт-Петербурге лучше гулять летом, когда тепло, не холодно, можно везде все посмотреть, везде съездить, потому что Санкт-Петербург — это, конечно, музей под открытым небом. Это весь город музей. Так, мы проходим под этой аркой. Вот такая она красивая. Я вышла на площадь. Перед нами Зимний дворец. Вот так все выглядит. Перед нами на площади Александрийский столб. Вы можете всегда сделать красивые фотографии, если приедете сюда. Зимний дворец, Эрмитаж. Конечно, его даже за месяц невозможно обойти, если останавливаться. У каждого экспоната, у каждой картины. Это, конечно, очень много всего здесь сокровища. Это все история. Вот такой Александрийский столб. Очень высокий. Сколько метров, не помню. И вот так выглядит площадь. Дальше это Исаакиевский собор и шпиль Адмиралтейства. И наш Эрмитаж во всей своей красе. Я иду пешком на Васильевский остров. Мне недалеко от центра, поэтому можно пройти пешком. И вот такие фотографии вы можете здесь сделать. Это сбоку. Вот так смотрится Эрмитаж. И мы будем идти вперед. Вот впереди это растральные колонны. Я подошла к Дворцовому мосту вот сюда. Здесь, видите, это растральные колонны.
И здесь каждый год разводят эти мосты. И приплывает корабль, как вы знаете, алые паруса для школьников. А дальше вдали шпиль. Это Петропавловская крепость. Здесь лучше видно Петропавловскую крепость. Я приближу вот так. Такая она красивая. Я иду на стрелку Васильевского острова. Растральные колонны. Вот так все. Это Васильевский остров. Я подошла к растральным колоннам. Наверху всегда зажигают огонь. Их две здесь колонны. Одна и немного дальше. Вот вдали, вот там еще одна колонна. Здесь же можно спуститься. Сейчас я подойду поближе. Вниз. Вот сюда. Вниз. И там пройти. Вот так все выглядит. А это биржа. Друзья, мы с вами немного прогулялись. Конечно, я замерзла как цуцик. Но это того стоило. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До новой встречи в новых видео. Пишите комментарий, понравился вам выпуск сегодняшний или нет. В общем, пишите, я буду очень рада. Все, друзья, всем пока.